Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я хочу ответить на самый частый вопрос ко мне. Какую же модель выбрать? Звезду или АВД? Ведь это две одинаковых модели в 43-м масштабе. Вопрос часто звучит именно такой, что же лучше? И первый же ответ – это просто разные модели по своей философии. Ведь АВД выпускает модели из металла с пластиковыми деталями, а здесь классический модельный пластик. Соответственно, здесь абсолютно разные схемы сборки и разные подходы к модели. Так что давайте разбираться в этом видео, что лучше и что проще, и какую модель все же выбрать. Поехали! И начнем мы с обзора коробочки. И здесь зилок. Где-то на строительной площадке загружается чем-то сыпучим, скорее всего песком, судя по такому желтоватому оттенку. А этот рисунок сделан Андреем Жирновым. И любопытно, что эта модель сделана в сотрудничестве с АВД. Ну а чем же знаменита АВД? В первую очередь своими зилками. И неудивительно, что звезда с ними сотрудничает в этом проекте. Ну а на обратной стороне собранная модель. И здесь мы можем увидеть, что тут очень много деталей. 195. У АВД, например, их в разы меньше. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И это говорит о более детальной проработке модели и, наверное, про отсутствие упущений, которые часто бывают у АВД. Интересно также тут небольшой значок, говорящий о том, что модель изготовлена по лицензии ZIL-IP. Очень интересно, что завода давно нет, но какое-то ООО пользуется наследием и получает лицензионные отчисления от разных фирм, в том числе и звезды. Также интересно, что эта модель именно в 43-м масштабе, а 43-й масштаб – это масштаб коллекционных моделей. Так что, если вы собираетесь собирать эту модельку, то она отлично впишется в вашу коллекцию, например, журнальных моделей или же коллекционных моделей, которые, может быть, даже у кого-то остались из детства. И эта модель отлично впишется в коллекцию, например, тех же моделей от De Agostini. У них довольно много было выпусков про наш автопром. И при этом эта модель будет качественно выделяться на полке своей детальной проработкой. И также эта модель будет интересна тем, кто любит классический моделизм. Да, конечно, этот масштаб, наверное, будет немножко отличаться от того, что у вас есть, но при этом весь процесс сборки ничем не будет отличаться от привычного процесса сборки бронированных, например, машин. Модель, изображенная здесь, мне кажется довольно удачной. Очень удачно передан глянцевый блеск, но оттенок голубого меня немножко смущает. Мне кажется, он в жизни немножко был ярче, если особенно на этой машине стоят советские номера. Хотя в интернете довольно очень много фотографий зилков, и каждый зилок имеет свой оттенок синего и голубого. Так что это тоже довольно спорная тема, и причем старые фотографии, как правило, немножко искажают оттенок в более теплую сторону. Давайте смотреть, что внутри коробочки. Ну а внутри у нас пакет с деталями, и тут всего лишь две рамочки, довольно узнаваемая облицовка радиатора, и детальки выполнены очень качественно в сером пластике. Мне почему-то серый пластик в разы больше нравится, чем зеленый звезды. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Также очень богатая инструкция по окраске, чем модель от звезды намного выгоднее отличается от АВД, где этой инструкции нет в принципе. Ну а благодаря этой инструкции вы сможете реализовать 4 варианта как минимум, ну или свой 5, как угодно, потому что это же гражданская техника, и она вас не обязывает никаким ГОСТом и правилам, как это бывает часто с военной или спецтехникой. Так вот, первый вариант – это автомобиль, который является
прототипом, можно так сказать, его первый вариант, который построили в 60-х годах. Дальше такой интересный красный вариант, который ЗИЛ, наверное, производил для районов севера, или же просто в таком интересном красном варианте. И также вариант, который позволяет вам сделать этот автомобиль в московском регионе. Ну а также самая яркая и красочная схема окраски, она предлагает вам сделать вариант ЗИЛка, который бороздил нашу Венгерскую Народную Республику. Так что у нас будет очень богатая декаль, которая вам позволит собрать абсолютно любой ваш вариант машины. И в инструкции нам предлагают два варианта сборки, то есть мы можем даже сделать небольшую диораму, где будет уже откидываться кузов нашего грузового ЗИЛка. Но инструкция классическая, довольно понятная. Ну, собственно, еще в наборе у нас резиновые покрышки, которые очень даже хорошего качества. И вот она, декаль и прозрачные детали в виде остекления кабины. А у АУВД, например, ЗИЛок нарисован где-то в Лондоне. Довольно интересный диссонанс. Не уверена, что такие машины когда-нибудь проезжали по центру столицы Великобритании. Это модель в 43-м масштабе. А на обратной стороне у нас коллекция других машин на базе одного шасси. Это и ЗИЛки, и КАЗ. И здесь также АВД платит лицензионные какие-то отчисления некому ЗИЛ IP. Так что наследники большой империи, неизвестно кто, получает какие-то денежки с каждой модельки. А внутри у нас, как принято у АВД, небольшая рекламка, где очень красочные бокс-арты и некоторая техническая информация по этому ЗИЛку ММЗ 555. И тут вот такая декаль на белой бумаге, белые знаки, что не всегда удобно. И здесь предлагается включить свою фантазию и сделать ЗИЛок, какой вам нравится, благодаря вот этим декалям. Тут и знаки качества, и разные номера, и советские, и российские, и несколько знаков разных автобаз. А все детали у АВД, как правило, в таких пакетиках. И каждый пакетик – это, как правило, один определенный узел. Шасси, кузов, кабина. И также здесь есть пластиковые прозрачные детали и резиновые колеса. И небольшой пакетик с крепежными разными винтиками, что характерно для моделей, которые собираются как коллекционные модели. И, собственно, давайте откроем хотя бы один пакет. И в этом пакете рама немного упрощенная. Она, кстати, выполнена из АБС пластика, так что обычный модельный клей вам тут не поможет. Я использую здесь либо клей для АБС пластика, либо же клей Момент. Самый надежный вариант. Кузов тоже сделанный из пластика, АБС пластика, и железная кабина. И в этом есть и свои плюсы и минусы. Например, новичкам довольно просто собрать эту модель, потому что деталей намного меньше, чем это было бы у сборной модели той же звезды. Но это ограничивает вас в подходах к окраске. И кабина тоже требует некоторые доработки. Например, вот здесь вот есть небольшой шовчик, который надо будет зачистить с помощью наждачной бумаги. А инструкция выполнена в виде книжечки. И здесь также есть странички, которые позволят вам найти нужную деталь. То есть все обозначение есть только в инструкции, и вам по внешнему виду необходимо будет найти вам нужную деталь, так как здесь нет никаких ни номеров, ни названий рамок ABCD.
А в схеме все детали пронумерованы, имеют свое место, и можно приступать к сборке. А начну я с шага номер 2. Я соберу каркас кабины из крыльев и вот каких-то внутренних элементов каркаса конструкции. Так, начнем с детали B35. Я взяла в руки рамочку с обозначением B. Вот, тут можно удостовериться, что это именно та рамочка. И также ищем номер 35. Соответственно, вот он. И мы освобождаем деталь при помощи бокорезов. Я аккуратно откусываю деталь, держа бокорезы при этом плоской стороной к детали, чтобы было меньше ненужных пеньков на детали. Деталь освобождена. Теперь ее нужно обработать, выровнять поверхность и сделать ее как у настоящего прототипа. Ровную и без зазубрин. Так, теперь найду детали B57 и 58. Соответственно, по внешнему виду их довольно легко найти. Это вот эти две крайних детали 57, 58. Отрезаем. Также обрабатываем. Я убираю пенек, который остался от рамочки. И со второй деталью сделаю то же самое. При этом стачивать очень сильно тоже не нужно, так как мы повредим геометрию детали, и при сборке у нас там будет большая щель, что тоже не нужно. Так, деталь готова. Теперь ее нужно поставить на свое место. Для этого детали удобнее всего располагать так же, как на схеме, и, соответственно, ориентировать их абсолютно так же. После того, как мы поняли, как деталь нужно поставить, мы ее сначала примеряем. Соответственно, вот здесь вот стрелочками указано, как должна фиксироваться деталь. Вот в эту выемку этим небольшим штырьком. Так. Убедились, что детали хорошо стыкуются. И теперь при помощи клея соединяем. Клеем я промазываю соприкасающиеся поверхности двух деталей. Здесь это вся поверхность вот этого полукруга и верхняя часть. Так. Устанавливаем и даем несколько секунд, чтобы клей у нас схватился. Заканчиваем сборку кабины и установим приборную панель. Тут есть такая направляющая ложбинка. И, соответственно, сейчас я промажу две соприкасающиеся поверхности клеем. И очень аккуратно поставлю на ложбинку приборную панель. И так как крылья тоже соединяются через приборную панель, можно так сказать, лучше эти детали как можно быстрее и одновременно установить, чтобы исключить лишние зазоры. Перехожу к установке дверей. И сначала надо примерить. Так, и дверь, которая имеет выход пассажиру, я сделаю закрытой, а у водителя, наверное, открытый. Довольно интересный будет сюжетик. А здесь я просто смажу петли и вот так повешу дверь. И теперь я перехожу к установке капота. Также сначала примеряем, и можно смазывать точки крепления.
Ну, решетку радиатора я приклеивать не буду, так как она красится в другой цвет. Можно примерить. И, можно сказать, кабина практически готова. Перехожу к установке задней панели. И здесь все довольно просто. Вот в эти два выпирающих штырька надо вставить вот в эти углубления. И, соответственно, выровнять деталь с дверью, которая у меня закрыта. Мы начинаем с самой крупной детали B14. Мелочевку я, наверное, вам не буду показывать, а покажу крупные детали. Это будет наглядней. Итак, деталь B14. Открываем страничку, где у нас расположение деталей. B14, вот она. Ищем пакетик. Я его уже нашла. Вскрываем. Этот пакетик, это и есть практически весь литник B. С помощью бокорезов освобождаем деталь B14. Это вот эта внутренняя поверхность кабины. Каркасная такая деталь. Убираем все пенечки от рамочки с помощью надфиля. АБС-пластик, он намного тверже обычного полистирольного пластика, который используют многие фирмы, которые производят модели. И, соответственно, нужно чуть больше усилий во время обработки деталей. И теперь я перехожу к сборке, когда все детали этого шага я уже подготовила. Значит, и приборную панель мы ставим на вот эти штыречки и вот эти отверстия, соединяем между собой. И, соответственно, я использую суперклей. Нашла его вот в таком форматике с кисточкой, но в большинстве своем это маленькие тюбики, что тоже, в принципе, удобно. Но кисточка все-таки поудобнее будет. Соответственно, мы детали сопоставляем и приклеиваем. Вот. Проблема в том, что испачкаться в суперклей довольно неприятно, так как потом еще полдня будешь отдирать этот клей у себя от пальцев, если не получишь еще даже ожог. Так, детали склеились. Теперь я установлю руль. Руль мы устанавливаем вот в таком положении. И также суперклей. Точки соприкосновения деталей смазываются, и мы вот так вот ставим руль. Так, теперь я перехожу к установке сидений. Соответственно, удлиненный диван. Он встает на вот этот штырек. И, соответственно, мы должны попасть вот в это отверстие. Стыкуем. И дожидаемся фиксирования деталей на суперклей. Многие не клеят диваны в процессе сборки, а предпочитают их сначала окрасить, а потом приклеить. Но тут как кому удобней. Я почему-то больше люблю красить в сборе. У меня моей сноровки хватает, чтобы аккуратно кисточкой обойти все диванчики со всех сторон. Да, АБС-пластик довольно плохо клеится даже и на суперклей, потому что клею надо тоже дать время высохнуть. И это намного дольше, чем клей для модельного пластика, для полистирола. И вот, можно сказать, кабина у нас практически собрана. Остались только боковые панели дверей. Тут, вот видите, здесь есть штырьки на приборной панели. И мы должны сопоставить их вот с этими отверстиями. Значит, штырек я промазываю клеем. А также вот это отверстие в полу. И с обратной стороны делаю то же самое. Вот. Зафиксировалась. И вторая дверная панель также. И вот наша кабина изнутри собрана. И я завершаю сборку кабины, просто вставляю внутреннюю часть во внешнюю. Но фиксировать я пока это не буду, так как я планирую окрашивать свою модель
а соответственно внутренняя часть имеет другой оттенок, нежели внешняя. И то же самое касается облицовки радиатора и фар. Просто ставим пока что. И в таком виде кабина ожидает окраски. Итак, теперь я хочу сравнить немножко две кабины. И, конечно, АВД-шная кабина немножко проигрывает своей деталировки, но при этом она очень легка в сборке. И, в принципе, это очень похожие две кабины, как бы это странно ни звучало. Звезда позволяет нам открыть, например, дверь. Но тут надо будет немножко поработать с небольшими щелями. В цельнометаллической кабине таких щелей нет, но и дверь ты открыть не сможешь. Не знаю, как это надо так аккуратно пилить этот металл, чтобы добиться открытой двери. Не знаю, я боюсь повредить модели, поэтому никогда так не делаю. А в целом вот такие две кабины. Так что напишите в комментариях, какая вам нравится больше. Итак, за кадром я собрала раму. Тут ничего сложного. Можно сказать, мы как собираем лесенку и навешиваем некоторые элементы на свои места. По схеме все понятно. И теперь я перехожу к установке двигателя. Двигатель у модели тоже выполнен довольно усеченно, в виде такой половинки, которую мы можем увидеть только с днища автомобиля. И, соответственно, переходим к его установке. Так что место соединения двух деталей опять промазываем с помощью клея. И, определившись с местоположением, можем спокойно приклеивать. И теперь я перехожу к установке заднего моста. Эта деталь собирается довольно тоже просто, из двух половинок. Там еще, по схеме посмотрите, но главное эпично поставить ее на свое место. И, соответственно, вот видите, здесь два штырька, два отверстия, и все это соединяется между собой с помощью клея. Заканчиваю сборку рамы, и здесь надо установить топливный бак, который я подсобрала заранее. Тут видите два штыречка, таких вытянутой прямоугольной формы. Смазываем их клеем. И на раме есть соответствующие два отверстия. Соединяем. И теперь я установлю крылья на задние колеса. И, соответственно, тут есть такие, можно сказать, углубления в виде трапеций под углом. Соответственно, мы аккуратно в них капаем клей и устанавливаем. За кадром я подсобрала кузов, и теперь я хочу установить заднюю часть. И она имеет довольно интересную открывающуюся конструкцию. То есть при, например, постройке диорамы можно выбрать, в каком положении сделать кузов. Соответственно, место крепления смазываю клеем и просто ставлю так. И теперь я перехожу к сборке рамы, и рамы у АВД-шных моделей довольно упрощенные. Они вылиты одной деталью, и здесь я уже приклеила один из бачков. Теперь я перехожу к установке топливного бака, и, соответственно, для него есть свои отверстия и штырьки. Так, теперь я перехожу к установке радиатора. Видите, тут всего лишь 4 детали, и можно сказать, что вы уже закончили сборку рамы. Для радиатора тут тоже два отверстия. И для того, чтобы вы не ошибились, одно крупнее, другое меньше, соответственно, штырьки маленький и большой. Но тут сложно ошибиться, так как, правильно называется, соты радиатора смотрят вперед. Тем более это будет внутри, и радиатор наш даже мало кто увидит. Переходим к следующему шагу. Это установка переднего моста. Я подсобрала это заранее. И теперь переворачиваем нашу раму. Отверстия. Смазываем их клеем. Глушитель я клеить не буду, потому что он красится в другой цвет. И его будет довольно сложно окрасить вручную. А теперь перейдем к установке заднего моста. Это подсборочка. Она была шагом ранее. Нужно было продеть вот эту железную ось
она же штырь, не знаю, как правильно назвать, и просто поставить на нее диски. Шины я, соответственно, не ставлю, потому что они выполнены из резины и в окраске не нуждаются, в отличие от дисков. И, соответственно, когда мы собираем модель, мы уже заранее должны продумать, как ее членить на подсборке, чтобы удачно окрасить. Ориентируем нашу деталь так же, как на схеме, вот этими элементами ближе к задней части. И ищем соответствующие отверстия под ось. И вот, можно сказать, что ходовая часть у нас собрана. После сборки я промыла обе модели в мыльной воде, прополоскала и высушила. И сейчас я их грунтую. Тут можно обратить внимание, как отличаются две рамы друг от друга. Например, у модели от звезды более детально проработан радиатор. И также я загрунтовала кабину и нанесла на нее предварительные тени. И также я поступила и с кузовом. Зила ТВД у меня будет с кабиной защитного цвета, и у красок от Мачете, они же АВД, как раз есть такой цвет, и называется он 4БО. Конечно, для танков, мне кажется, этот цвет не очень подходит, а вот для советских грузовиков это в самый раз. И у кабины будет легкий глянец, так что это то, что нужно. Я покрасила основание кабины в черный цвет, и сейчас я займусь элементами салона. Мне надо окрасить торпеда и кресло. А после того, как кабина высохла, я черной жидкой масляной краской выделю небогатый рельеф модели. А вот при работе с зелком от звезды я воспользуюсь венгерской схемой окраски. Я уже успела построить довольно много моделей таких зелков, а вот иностранной схемы окраски у меня так и не было. Кабину я окрашу красками от Мачете в оттенок Sky Blue, а вот кузов в серый цвет. А пока звездовский зелок сохнет, я продолжу работать над зелком от АВД. Металлическим маркером я окрашу светоотражатели фар и перенесу декали. Тут их немного, только лишь номера. Зеленый зелок у меня будет классическим, отечественным. И почему-то всем нравятся именно старые ржавые зелки. Я хочу сделать модель от АВД именно такой. Я окрашу кузов ржавой краской, а потом спонжем я прорисую еще и хаотичные сколы. Поработаю я пока над венгерским зелком от звезды, и я окрасила переднюю облицовку в белый цвет. Тут фары и подфарники выполнены одной деталью, что усложняет работу над моделью. Окрашивать их отдельно было бы намного проще, но почему-то звезда решила упростить эту деталь и усложнить нам жизнь. А теперь финальные штрихи работы над зелком от ТВД. Масляными красками я прорисую потертости и потеки от дождя, а также припылю ходовую часть.
И металлическим пигментом я пожелезню кузов. И, в принципе, работа над первым зелком у меня завершена. Теперь настал черед закончить дело звезды. Маркером, так же как и на первой модели, я прорисую отражатели у фар. И также поработаю над интерьером и экстерьером кабины. Обратите внимание, что поворотники на крыльях даны одной деталью с крыльями. Это усложняет работу над ними. И на выходе поворотники получаются не столь выразительными. А маслом я слегка оживлю кабину и кузов у модели, но не так сильно, чтобы машина не казалась уж чересчур убитой. И теперь я нанесу характерные для Венгрии декали, и все, зелок у меня будет готов. И вот такие две модели у меня получились. И тут без, так сказать, предвзятого взгляда можно заметить некоторые различия, но в целом они практически не видны. Если АВД делает коллекционную модель, то Звезда постаралась сделать классическую стендовую модель. И при этом у обоих есть свои недочеты, и они почему-то в разных местах. Почему-то Звезда сделала более упрощенные ручки, у АВД они более реалистичные и классные. Также Звезда упростила поворотники, на мой взгляд, но сделала более неказистые дворники, в отличие от АВД. Так что тут их бы скрестить, взять все лучше у одной и у второй модели, получился бы просто идеальный наш прототип, можно так сказать. И надеюсь, это видео вам понравилось, и вы решили, какую модель для себя выбрать. Если вы новичок, например, то я все-таки советую начать именно с АВД, потому что сборка займет у вас буквально пару часов. А если вы все-таки бывалый моделист, то, наверное, лучше выбрать Звезду, так как процесс сборки довольно увлекателен, и вы соберете более точную ходовую часть, в отличие от АВД. Так что они просто для разных потребителей, эти две модели. И надеюсь, я вас вдохновила построить хоть одну из них. До новых встреч. Пока-пока.